Можно ли найти работу в Польше всего за один день? Сейчас проверим. Сегодня я буду искать работу в Польше, но не онлайн, а прямо заходя и спрашивая, нужны ли работники. У меня нет никаких договоренностей, нет знакомых, только я и мой неидеальный польский. Ну что, посмотрим, сколько раз мне скажут «нет», прежде чем я услышу «да». I usłyszę li ja jego вообще. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, czy mogę porozmawiać z kierownikiem w sprawie pracy? A mogę zostawić swoje CV? A jakieś wolne stanowisko jest teraz? До widzenia. Сразу хотела бы сообщить, если вдруг кто-то не смотрел предыдущие мои видео, где я об этом рассказывала, я ищу работу в Польше в найме и уже отправила примерно 80 CV, то есть своего резюме, на различные сайты, на вакансии, которые актуальны в данный момент. И из всех CV только один работодатель откликнулся, но не сложилось с ним. И несколько мне прислали письмо, что отказ, остальные просто тишина. Просто тишина. И приняла я решение, что нужно ходить вот так вот лично, стучаться в двери, так сказать, и спрашивать, а вам работники не нужны? Поэтому сегодня лично отправляюсь искать работу. Я волнуюсь, непривычно для меня это. И хотела бы, чтобы вы увидели весь этот процесс, так сказать, почти вживую, потому что многие на Ютубе показывают и рассказывают, как они нашли работу или какая у них работа, да, что-то про работу. Но именно сам процесс поиска обычно никто не показывает. Поэтому хотелось бы прям показать вам, чтобы вы увидели наглядно, как это происходит в реальности без всяких прикрас. Ну что, отправляемся на поиски работы. На все про все я себе заложила примерно 2,5 часа, потому что дальше мне надо забрать ребенка с садика. Но садик будет рядом, далеко ехать не придется, поэтому, надеюсь, я успею зайти во все места, которые запланировала. А прежде чем мы продолжим, я хотела бы вас пригласить подписаться на мой канал, если вы хотели бы увидеть, найду ли я работу и какую работу я найду, как скоро. Поэтому подписывайтесь, мне будет очень приятно, и продолжим. Я со вчерашнего вечера сразу подготовилась, в телефон записала адреса тех мест, куда я хочу сегодня пойти. Их не так много, потому что начала я выбирать с более крупных мест, где я могла бы работать, так как более такие мелкие места, например, какая-то маленькая кофейня, цукерня, пекарня, это больше, скорее всего, про семейный бизнес, и там навряд ли нужен будет дополнительный работник, так как там всего могут работать 2-3 человека. Поэтому нет смысла тратить время на это. Сначала начинаю с более крупных мест поблизости возле садика. Я буду стараться рассказывать, да, какие я в процессе поиска работы испытываю эмоции, вообще, что происходит, что мне ответили. Где-то, может, получится у меня прямо снять, да, что я спрашиваю, что мне, в принципе, отвечают. Надеюсь, где-то получится, но не обещаю, что в каждом месте буду снимать, так как все-таки я иду в первую очередь работу искать, а не видео снимать. Ну и перед отправлением хотела бы сказать, что есть немножечко сейчас волнение ощущается. Нет страха, но есть волнение. Волнение даже не по поводу там самой работы, найду, не найду, что мне ответят, а по поводу того, что я где-то не смогу правильно ответить, где-то буду ошибки в окончаниях делать в польском языке. То есть волнение именно по поводу польского языка. Вот и все. Но, надеюсь, я справлюсь. Немножечко я так минут 15 подготовилась, посмотрела, как можно ответить на вопросы, которые, возможно, мне могут задать, чтобы я там не растерялась. Ну и отправляемся. А по ходу дела буду вам рассказывать, может быть, какие-то советы давать, чтобы, если вы в такой же ситуации находитесь или собираетесь только искать работу, вам будет, возможно, полезно это видео. Я приняла решение начинать искать работу именно локально возле садика. Так как садик находится не прямо возле дома,
можно сказать, в другой деревне, в соседней, то мне было бы удобнее завести ребенка утром в садик, сразу оттуда пойти на работу, после работы забрать ребенка и поехать домой, нежели завести ребенка и снова ехать в сторону дома на работу. Поэтому в первую очередь я буду локально ходить по тем местам, которые находятся максимально близко к садику. Ну и дальше, можно сказать, буду расширять геолокацию и, возможно, потом перейду и буду смотреть, может быть, что-то возле дома тоже интересное себе подберу. Ну что, я приехала на первое место. Это, как вы видите, уже за окном, да? Леруа Мерлин. Кто-то говорит Леруа, кто-то говорит Лерой. В общем, первое место это здесь. Находится недалеко от садика. На сайте у них я посмотрела, сейчас требуется работник именно консультант с клиентами, да, работа с клиентами, но это не только стоять в каком-то отделе, консультировать покупателей, но также в работу может входить раскладка товаров на полку, прием товаров, смотреть, чтобы не было никакого брака, пробивать. В общем, посмотрим. Пойдем посмотрим, потому что еще одна вакансия здесь требуется у них на сайте, именно в этом магазине. Это дизайнер, но я не дизайнер, поэтому, естественно, вакансия эта мне не подходит. Вчера я специально отправила через их сайт сюда свое резюме, свое CV, и посмотрим. Пойдем лично. Я уверена почему-то, что мне скажут, давайте все решайте через сайт. Ну, давайте вживую, вы вместе со мной пойдете, посмотрим, как это сработает. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, czy mogę porozmawiać z kierownikiem w sprawie pracy? Może mogę zostawić swoje CV dla kierownika? Ogólnie to Bo jest szukam. aplikacja. Mogę CV zostawić i jakby przekazać. Kierownik akurat jest na przerwie teraz, więc... No, już zostawiłam swoje CV na stronie internetową, Aha, ale zostawiła pani. chciałabym tak osobiście. Andrzej? Pani. Do ciebie. Dzień dobry. dobry. Chciałam zapytać w sprawie pracy. Może jest jakieś wolne stanowisko? Przez tylko i wyłącznie stronę internetową można złożyć No, aplikację. My już nawet tak osobiście nie możemy przyjąć, także No na stronie internetowej wczoraj Dokładnie. już zostawiłam swoje CV. no A- to tylko jeżeli będziemy się kontaktować, to najpierw zewnętrzna rekrutacja. Особисто nie zewnętrzna mogę zostawić swoje CV, Nie. tak? Nie, Okej. nie możemy w ten sposób przyjmować. A jakieś wolne stanowisko jest teraz? U nas w dziale kas w tej chwili nie ma. Ogólnie na sklepie są wolne stanowiska, więc Mhm. Окей, dziękuję bardzo. bardzo proszę. Так, ну что, сходила. Не знаю, я потом вставлю. Может, что-то было слышно, не было. Я спросила, мне сказали, ну, в принципе, как я и ожидала. Сказали, только через аппликацию, через сайт можно оставить заявку, свое CV. Я сказала, что я уже это сделала. Можно ли это лично? Нет, лично нельзя. Вот у них такие правила, они ничего с этим не могут поделать. Там прямо руководитель, керівник пришел, такой приятный мужчина, но сказал, что лично нельзя. Потому что я вот распечатала, хотела отдать. Сказал, нет, только через сайт они принимают. Я спросила, есть ли какие-то места свободные сейчас на работе. Он не сказал конкретно какие, но он сказал все, что возможно, какие-то места свободные, все указано вот на сайте, можете посмотреть, ознакомиться. Ну, что мне остается делать? Я как бы в принципе ожидала такой ответ, так как крупная фирма и вообще в Польше в крупных каких-то фирмах, прям таких вот крупных очень, да, вот у них такое правило, только через сайт можно оставлять CV и ждать звонка. Поэтому звонка в итоге можно не дождаться, как я уже это поняла. Ну что, едем дальше. Так, следующее место у нас Макдональдс. Потом возле Макдональдса будет недалеко прямо еще одно место. И прямо возле садика, это будет уже в самом конце, будет третье место, куда я хочу заехать. Есть еще одно место, но посмотрим, под вопросом. Как бы я бы не хотела бы там, если честно, работать.
Это продуктовый магазин. Я в продуктовом именно каком-то магазине не хотела бы. Но все равно как вариант я рассматриваю, потому что другого варианта нет. Ну что, едем в Макдональдс. Сразу совет дам всем, кто собирается искать работу в Польше или уже ищет и не может найти. Совет от меня. Относитесь к этому процессу, если вы ищете работу именно вот как я сейчас, да, прямо езжу и прям иду в это место и спрашиваю. Относитесь к этому процессу как к игре, как к прогулке с какими-то развлечениями, да. Так проще и легче к этому ко всему относиться, и меньше переживаний при этом, когда так вот воспринимаешь эту ситуацию. Если честно, вот чем чаще я хожу и общаюсь с поляками, спрашиваю по поводу работы, у меня уже, я чувствую, как, знаете, язык начинает быть подвешенным, да, это такое в русском языке понятие. Чувствую, как уже уровень немножко языка, ну не то что поднялся, а увереннее стал. Представляете, что было бы, если бы я все-таки устроилась на работу? Да я бы, не знаю, через месяц уже просто разговаривала бы на польском, чуть ли, наверное, не свободно. Вот. Но кто же меня возьмет? Ну вот кто? Давайте, не знаю, погадаем. Представляете, как повезет человеку, который возьмет меня на работу? Потому что, во-первых, да, я там польский не знаю идеально, но я буду стараться в этой работе, да, работать лучше, чем человек, который знает идеально польский или там носитель даже языка. Лучше, чем он. Потому что я буду хотеть остаться на этой работе, я буду хотеть принести результат, и чтобы, да, там, похвалили, чтобы не выгнали. В общем, дать тот результат, который я обещаю. Ну, а для этого нужно много-много трудиться, работать. Ну и, в принципе, мы же такие украинцы, очень трудолюбивый народ, поэтому очень сильно повезет человеку, который все-таки возьмет меня на работу. Просто он об этом еще не знает. Видите, сейчас вот еду в Макдональдс. И вот здесь я просто хотела показать, что здесь практически нет особо мест, куда можно пойти спросить про работу, потому что здесь автосалоны автомобилей разные. Тут Tesla, и Hyundai, и BMW, и Mercedes. В общем, тут прям салоны за салонами, поэтому особо таких каких-то кофеен, чего-то такого, магазинов здесь вообще нет. В этом-то и проблема. Ну что, мы почти приехали. Сейчас заворачиваю. І йдемо спрашивать. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, czy mogę porozmawiać z kierownikiem w sprawie pracy? O, już. Okej. Tam jak rozumiem? Dzień dobry. Chciałabym zapytać w sprawie pracy. Może Tutaj jest... musi Pani wypełnić Aha, okej, i wtedy nasza personalna się odezwie. Ja okej. to przekazuję i personalna będzie dzwoniła. Okej, a mogę zostawić swoje Znaczy, no my nie potrzebujemy, i tak Nie będą dzwonić. potrzebuję. Okej, I tak będzie dziękuję. dzwoniła. Ewentualnie na rozmowę o pracy wtedy zabrać, jak zadzwonią. Окей, dziękuję. Так, ну что, заполняем. Все, мне дали анкету, нужно заполнить, я заполнила и отдаю. Ну что, девушка вышла ко мне, был руководитель, это, наверное, впервые, когда ко мне вышла, нет, второй раз, когда ко мне вышел руководитель. Она сказала, что ей CV не нужно, она меня не отправила ни на какой сайт, как обычно отправляют, а дала такой бланк, и там надо было указать дату рождения, имя, фамилия, телефон и расписаться, указать дни, в которые ты готов работать, и все. И сказали, что позвонят. В общем, теперь будем ждать. Интересно, позвонят или нет. Странно, почему им CV не надо, то есть получается, что они берут всех подряд. Ну, а теперь я иду в третье место, находится прямо возле Макдональдса. Даже не стала на машине ехать, сразу вот пешком пойду. Селгросс магазин. Как говорится, была не была. Я в продуктовом магазине работала и не хочу повторять этот опыт, но попробуем.
Ой, не знаю, как люди ищут работу. Это просто жесть, ребята. Это сложное дело, сложный процесс. Слышала, у некоторых занимает это 3 месяца, полгода люди ищут, не могут найти. А я тут месяц ищу и уже на панике думаю, ну неужели так будет всегда? Смотрите, ну большой магазин. Он какой паркинг. Гигантский. Я вот в этом районе вообще еще ни разу не была. Ну, вообще близко. 5 минут максимум на машине до садика. Очень удобно. У меня еще такие мысли, знаете, что в Польше чаще всего на работу устраиваются либо по знакомству, либо по рекомендациям, по каким-то связям. У нас, к сожалению, нет каких-то связей, знакомств, да, где кто-то мог бы за тебя пойти и сказать: устрой человечка, пожалуйста, на работу. Поэтому приходится справляться самостоятельно. Но зато нашим детям будет лучше. Лучше в плане, что уже будут какие-то у нас связи, знакомства, да. Ну, в общем, в любом случае будет им проще, у них язык будет крепче. Поэтому мы как родители, поэтому мы испытываем трудности сейчас с мыслями о том, что нашим детям зато будет лучше. Но знаете, я вот улыбаюсь, работу не нашла, а улыбаюсь. Просто потому что, просто знаете, как челлендж такой. Вот я это воспринимаю как челлендж, реально интересно, когда я найду работу, первый вопрос, и какую, это второй вопрос. Просто даже интересно. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, czy mogę porozmawiać z kierownikiem w sprawie pracy? Albo mogę zostawić swoje CV dla kierownika? Zapytam się, proszę zostawić nie bardzo, bo aplikujemy przez stronę i w pierwszej kolejności w ogóle, to wie pani co, jak pani nie zostawi, to i tak pierwsze są te ze strony, nie? bo na pewno nie. No bo ja wczoraj też się pytałam, że Tylko- tylko u nas bardziej w drugą stronę w tym momencie Tylko sytuacja. strona, tak? Tylko A jaka strona może pani? Selgros. Selgros? No tam Selgros, Selgros oferty pracy Selgros, nie? Окей. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ну что, третье место прошла. И в Сельгросе ответили так же, как и в Леруа, что только на сайте они принимают CV. Их там 2 женщины сидела за стойкой, и одна из них хотела позвонить, спросить, мало ли вдруг, а другая говорит: нет, ну типа без вариантов скажут на сайте. Так говорит: ну да, типа сайт selgros.pl, и там есть оферта по трудоустройству. Ну что могу сказать? Что могу сказать? Но я не заходила на этот сайт, ну, попробую, наверное, приду домой, отправлю заявку. Правда, не знаю, даст она что-то или нет. Они сказали, что мы просто по очереди берем людей, которые оставляют заявку на сайте. Вот список людей по очереди берут и, не знаю, всех обзванивают или просто берут первых попавшихся. Короче, в общем, очень все сложно. Вот минус больших фирм, что все через сайт, они напрямую не хотят принимать. Но плюс в том, что фирма большая, да, и больше шансов, что есть какие-то свободные места, куда тебя могут взять, чем, например, в маленькую фирму. Но зато в маленькой фирме ты можешь прийти напрямую, к примеру, но зато мест может не быть, так как она маленькая, и там нет такой текучки кадров. В общем, везде есть свои минусы и плюсы. Идем куда? Идем к машине и едем в следующее место. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, czy mogę porozmawiać z kierownikiem w sprawie pracy? Nie ma nikogo, ale przekażemy CV, bo widzę, że chyba nie ma. Bo nie ma akurat Nie ma nikogo. nikogo. A może mogę ja zostawić swoje CV? Tak,
Jasne, przekażemy. Oczywiście. Jutro ma być szefowa, więc przekażemy po prostu. Ja Окей, dziękuję bardzo. może i Dziękuję. zostawię. Dziękuję. Akurat nie zdechnę. Окей. Dziękuję, do widzenia. Так, ну что. Приятные две девушки молодые. Красивая цукерня. Ну, я как бы не буду же снимать. Одна девушка подметала пол, другая была на как бы кассе. Молодые вообще, мне кажется, им по 18 лет. Ну, она сказала, что сейчас на месте нет руководителя, будет завтра утром, и она отдаст. Она забрала мое CV, я отдала, и она отдаст. Вот, надеюсь, отдаст. И надеюсь, мне позвонят. Приятное кафе, людей там нет вообще. Там есть детский уголок, кстати, для деток. Очень прикольное место. Я бы даже, знаете, со своими детками сюда бы пришла, посидела бы. Там такая палатка, красивые игрушки для деток. Классно. Вот я люблю такие уютные кофейни, где предусмотрено не только для взрослых, которые будут кофе пить, например, а еще и для детей какой-то уголок, игрушки, чтобы были, а не просто, знаете, столик и карандаши и разукрашки. Разукрашки, которые уже там все дети поразукрашивали и оставили, и карандаши, которые не поточенные. А здесь мне очень даже понравилось. Вот. Внешне кофейня непримечательная. Находится прямо на трассе здесь. Нет как бы таких прям квартир. Я смотрю, что здесь, ну, может быть, какой-то частный сектор. Ну, в общем, не совсем проходимое место, я бы так сказала. Не совсем проходимое место. Поэтому, скорее всего, здесь наплыва людей не будет. Ну, это значит, что и работа легче, да. Ну, посмотрим, нужна ли им еще одна симпатичная девочка. Вот цукерня сзади меня находится. Видите, такое желтое здание. А сейчас едем в последнюю точку. На сегодня у нас это будет последняя точка. 5 мест, получается, я сегодня обойду. Так, это у нас будет прямо возле садика. Прямо возле садика. Пекарня. Я думаю, поляки точно знают. Это известная пекарня, сеть Хёрд называется, по-моему. Это немецкая сеть, вот, поэтому пойдем поспрашиваем, нужны ли работники. Я припарковалась сразу возле садика, вот садик с правой стороны, и туда дальше прямо если пройти, там будет как раз цукерня, пекарня, вот, поэтому прогуляюсь немножко, а потом вернусь к садику. Как раз пора будет Адриану забирать уже. Я понимаю, что, возможно, 5 мест в день обойти это очень мало для того, чтобы найти работу. Но все же это лучше, чем ничего. Ну и здесь просто нет возможности сделать это больше у меня, потому что, во-первых, нет достаточно большого количества мест, куда бы можно было пойти, а во-вторых, и времени у меня особо нет, потому что мне надо уже Адриану забирать с садика. А утром я немножечко работала. Вот, поэтому ничего, в другие дни пройду еще. Но, по крайней мере, район возле садика я уже, можно считать, сейчас еще до места-то зайду и обошла. Дальше буду уже возле дома что-то подыскивать. Пока иду, хочу сказать, какие сейчас эмоции и чувства я испытываю. Ну, 4 места обошла из 5, да, вот сейчас иду к 5. Слава богу, что хотя бы одно резюме взяли. Мне кажется, это неплохая конверсия, да, из 4 мест одно резюме все-таки взяли. Но тут нужно учитывать, что 2 из этих 4 мест это были крупные фирмы, где я и так догадывалась, что, скорее всего, меня отправят на сайт. Но в любом случае я надеюсь, что даже если отправляют на сайт, все равно визуально там, может, они меня, знаете, запомнили. Хотя это такая, знаете, наивная надежда. Но не знаю, как тут это все работает. Может, и работает. Ну вот я пришла, видите, идет пекарня Хёрд, и здесь
Есть вот такие небольшие магазинчики, вот склеп споживчий, но хата польская, но они настолько маленькие, что даже не знаю, есть ли смысл туда обращаться по поводу работы. Я думаю, что там либо семейный бизнес, либо новые сотрудники точно не требуются. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, czemu ty porozmawiasz z kierownikiem w sprawie pracy? Nie ma kierowniczki. Nie ma? Nie może pani. A mogę zostawić swoje CV? Nie może pani Pani- zostawić. Była pani oddać- dzisiaj, ale już pojechała. Jutro będzie, tak? Nie wiem, że to raz na tydzień. A, no okej. A może pani numer telefonu dać A nie mnie? ma tam Ja za- na A, nie. Ja zadzwonię. Dziękuję. Może pani wie, o której godzinie mogę zadzwonić do kierownika? Do 16. Mhm. Okej. No tak, potrzebna praca, szukam. Bo тут i dziecka około, chodzi do przedszkola, to bardzo tak podobnie. Tak, okej. A to jest pani? Albo... A zna pani język polski? Tak. No tak, nie super, ale szybko uczy się. A jak nazywa pani? Pani Kata- Kasia. Kasia? Pani Kasia. Mhm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dziękuję. Ну что, мои дорогие, 5 место прошла удачно в плане, что взяли CV, так еще и дали мне номер телефона руководителя, потому что сказали, что она не каждый день, бывает раз в неделю примерно, и лучше, наверное, вернее, быстрее будет позвонить. Поэтому мне без проблем дали номер телефона ее, пани Кася. Звонить до 4, так что буду завтра звонить. Сегодня уже не буду поздно, а завтра позвоню и поговорю. Сразу она, видно, поняла, что я не полька, и она говорит, а пани польский типа знает. Я говорю, я ей так сказала, не супер, но быстро учусь. Смотрите, как я четенько. 2:25 часов и на телефоне 6% зарядки. И я сделала это, успела. И сейчас иду за Адюшей. Ну что, я забрала уже Адюшу с садика. И что я могу сказать в конце этого видео? Во-первых, я хочу пожелать всем, кто сейчас в поиске работы, удачи. Хочу пожелать, чтобы вы не опускали руки и верили в то, что в скором времени вы сможете найти работу. Да, это не простой, это сложный путь. Но зато дальше уже будет легче. То есть самый сложный шаг – это первый, а уже последующие шаги даются намного легче. Если вам интересно все-таки увидеть, найду ли я работу и какую работу я найду, то обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить этот момент, не пропустить это видео. И надеюсь, в скором времени я в видео расскажу о том, что я нашла работу. Увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч. Всем пока-пока.